Всем огромнейший привет! 22 числа моим бройлерам будет 2 месяца. И пришло время их убирать. Ну, думаю, смысл держать там 3-4 месяца я не вижу. Вот. Сегодня у них такой день X. Сегодня буду убирать. Двоих я уже убрал. Так, вес одного был 4300, второй 4570. И мяском вышло 7350. Всех, естественно, взвешивать я не буду. Ну, я имею в виду показывать данное видео, потому что нет смысла. Приблизительно плюс-минус они одинаковые. Есть несколько чуть побольше, есть поменьше. Количество их было у меня 20 штук. Ну и в конце взвесим всех, уберем всех и посмотрим, сколько вышло мяса у меня из 20 бройлеров. Вот здесь вот 2 штуки, это не ликвид, они были изначально не ликвидом. Как продавец их не заметил, я не знаю. Я сомневаюсь, что он их не заметил, потому что когда они к нам приехали маленькие, их сразу было видно, что 2 штуки были мелкие. Ну, не знаю, пусть это останется на совести продавца. Один вот этот вот более-менее еще немножечко подрос, ну а тот какой-то вообще синюшный. Какой-то вообще непонятный. В общем, все, сейчас пойду взвешивать, покажу несколько бройлеров вес. Ну и все, и в конце покажу, сколько мяска у меня вышло. Первый бройлер пошел. Вес 4900. 4940. В принципе, вообще нормально. Вот. Ну все, сейчас мы его уберем и посмотрим. Я не буду взвешивать, вернее, не буду мясом взвешивать каждого, чтобы этот, ну, по 2, по 3 общую сделаю. 3 взвешиваю живым весом. Ну и потом мясом, чтобы не тратить время на каждого бройлерка. 500, ну 4520. Напоминаю, это бройлеры у нас Arbor Arcrise. Я не знаю, но в принципе для меня, для 2 месяцев данный вес в принципе, ну, нормальный. Потому что я других как бы не держал, не знаю. Напишите в комментариях, какие есть. Однако есть рост 308, коп 700, сколько они вешают в 2 месяца. Вот, ну у меня вот пока такой результат, и он меня устраивает. Ладно, едем дальше. Убрал я 2 бройлеров. Так, смотрим. Первый бройлер у нас был 4940, второй 4520. И вот по мяску с двоих вышло. Я не учитывал лапки. Я не знаю, учитываются они или нет, но я их не брал в расчет. Сердце, печень, почки. В общем, все это я ничего не брал. Чисто вот мясо. Самое удивительное, вернее не удивительное, что меня зацепило в данной породе Arbor Arcrise, это широкая грудь. Сейчас попробую показать. Я уже все по пакетикам разложил. Ножки отдельно. Опа. Шейки отдельно. В общем, все. Вот. Вот такая вот грудь. Сейчас я ее попробую взвешивать одну. Посмотрим, сколько она. Вес у нее какой. Так, сейчас включим на 0. Подождем. 2 грудки взвешиваем. Но одна побольше, это которая 4900. Так, все на нуле. Смотрим грудь. Чуть больше 1,5 килограмм. Одна только грудь. А мы любим белое мяско. Так, смотрим второй поменьше. Ну, 1250, в принципе, нормально. Доволен я результатом. В общем, чтобы видео не затягивать, сейчас я всех уберу. Взвешивать больше показывать не буду. Ну и, конечно, результат сколько по мясу с 20 штучек. Ну, точнее, не с 20, с 18. Почему с 18? Потому что 2 неликвидных я показал. Их смысл взвешивать я не вижу. Ну и выбирать просто уберу. Мне кажется, они не дорастут уже, наверное, просто уберу. Вот, ну и все. И потом, конечно, сколько килограммов мяса у меня получилось. Взвесим, сравним по цене и, ну и сколько обойдется в деньгах, да, посмотрим, насколько вытянет у меня мясо, и, ну, попробую вспомнить, сколько я на них потратил, или хотя нет, наверное, это уже в следующем видео, когда я возьму еще одних бройлеров, но таких Arbor Arcrise я уже не нашел, есть другие, вот, ну, и если я их возьму, я с них начну подсчет корма, потому что этих я кормил просто на убой, ну, и тех я буду кормить на убой.
деньги я не считал, поэтому только взвешиваем сумму мяса и сколько у меня вышло. В общем, ждем. Ну что, друзья, вот и закончилась моя ликвидация моих бройлеров, и пора подвести итоги, так сказать, результат посмотреть. Ну, сразу скажу, результат меня устраивает, потому что мне как бы особо-то сравнивать и не с чем, да, там, сколько они должны быть, там, выход мяса и так далее. Но об этом мы будем разговаривать потом. Ну и сколько, соответственно, я потратил там денег на корма и так далее. Этого я тоже не считал. Об этом будем говорить чуть позже, когда я буду уже этим, так скажем, плотненько заниматься и подсчет вести. Так, ну а теперь вот бумажечка. Здесь, получается, я взвешивал по живой вес и уже вес двух тушек. То есть я по две особи взвешивал. Какой я по две особи взвешивал и общую выводил одну. Самый большой бройлер в 2 месяца, вес у него был 4 килограмма 940 грамм. Ну, я думаю, почти 5 килограмм бройлер, это шикарно. Так, здесь вот плохо видно результат мяса. Сейчас возьму другой листочек, переписал. Так, вот это вес мяса двух тушек. То есть 7350 это вес двух тушек. То есть разницу между живым весом и тушкой, ну я скажу небольшой, ну где 500 грамм, где может быть чуть больше. Честно сказать, также особо не заморачивался. В следующий раз, когда буду делать забой, обязательно посчитаю каждую тушку. Ну, опять же, сами понимаете, это время. То есть у меня было 20 бройлеров, это нужно было каждую снять, каждую завешать, некогда было. Так, и хочу напомнить, что было у меня 20 бройлеров, а забивал я 18. Так, ты можешь помолчать? Потому что 2 не выросло изначально. Я уже говорил в начале видео, изначально они были маленькие и никуда они не пошли. Итак, смотрим. Вот они цифры. И получаем в сухом остатке 56 килограмм 843 грамма уже мясом. Из 18 бройлеров породы Arbor Ark, у которых широкая грудка. Очень мне понравились. Растут быстро, едят, я скажу, ну, кто их, наверное, держал, знает, едят они вообще кошмарно много, ну и растут, дай бог. Так, ну и можно, как говорится, подсчитать приблизительную стоимость, сколько бы я потратил на эти килограммы мяса. Так, я взял, ну, так скажем, наверное, минимальную стоимость у нас в городе Иркутске. У вас может быть цена немножко другая. И опять же, цена не на все. На грудку она одна, на ляжке она другая, там на пупки, сердце и так далее, она третья. Я взял такую минимальную, ну, у кого средняя, не знаю, 350. Может быть, скакать туда-сюда. Итак, мы наши килограммы умножаем на стоимость и получаем 19 тысяч, ну, почти 20 тысяч рублей мне нужно было потратить на такое количество мяса. Вот, и минусуем мы, получается, стоимость бройлеров. Я посчитал 20 бройлеров, не 18, а 20 по 170 рублей они у меня обошлись. Минусуем, получается, 3400 рублей. Ну, далее посчитайте сами. Где-то 15 тысяч остается. Ну, минус скор. Но я говорю, не стал я считать, как бы, потому что как-то сначала не акцентировал на это внимание, а потом думаю, нет, это важная информация, нужно знать, сколько уходит корма и так далее. Но в этот раз я обязательно посчитаю. Вот такой вот результат у меня получился. Первый мой, так скажем, результат выращивания бройлеров, которым я остался доволен. Да, возможно, с кормом я где-то прогадал, потому что покупал то один, то другой, потом мне посоветовали третий и так далее. Но сейчас, пообщавшись с более опытными ребятами, которые не один год держат курей, бройлеров, я остановился на одном корме, пока он меня полностью устраивает. Вот. Будем наблюдать, в общем, за своими бройлерами. Чуть позже выложу видео своих новых бройлеров. О, петушок, что-то там. Вот прикупил на днях петушка, чтобы он немножко, так скажем, притоптал моих девок, а то они прям раскрыляются все. Вот, ну буду, в общем, держать вас в курсе. Купил я еще одних бройлеров, но об этом уже в другом видео покажу каких. Но это не Arbor Ark, это немножко
другие. Ну и на них мы посмотрим, как они растут, сколько уходит на них корма и какой у них будет выход мяса. На этом все, друзья. Пока-пока.